Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке покажу, как вязать вот такие вот бабочки. У меня они задействованы для подделки в детский сад. Ну вот, если полностью показать. Вот. Итак, смотрите, в данном видеоуроке я покажу, как связать вот такие вот бабочки. И использовать их можно, например, как у меня для подделки. Можно использовать в качестве брелка. Можно связать две бабочки, соединить между собой, наполнить холофайбером. Можно использовать как аппликация на одежду. Как брелок на сумку, как брелок для ключей. Для чего угодно. Вот это связано крючком номер 3,5, она побольше. Вот это крючком номер 3. То есть даже можно регулировать размер с помощью крючка. Вяжется такая бабочка в технике тунисское вязание, но здесь подойдет для нас и обычный крючок, вот такой вот без ручки. Потому что бабочка небольшая. Использовать буду шнур Карамель Бэби. Цвет у меня малина, толщина 2 мм. В одном мотке 200 метров. Заказать такой шнур можно со скидкой 10% по моему промокоду. Оставлю ссылку на интернет-магазин и мой промокод в описании под роликом. И вязать буду крючком номер 3. Итак, приступаем. Итак, изначально делаем кольцо. Заводим крючок, захватываем нить. И набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее, как я уже говорила, вяжем в технике тунисское вязание. Смотрите, просто провязываем петли воздушные. Так, 2. Первую считаем, это вторая у нас. 3, 4, 5, 6, 7. И в кольцо. И сразу ее провязали одну. Все. На крючке считаем 4, 6, 8 петель. И по 2 провязываем в обратном направлении. 1, 2. Все по 2. Так, далее. Вот за эти бугорки будем провязывать следующие воздушные петли. И первую мы сделаем вот так вот соединительную. То есть мы крылышки будем постепенно уменьшать. Это у нас большие крылышки. Начали с самой большой, да, и сейчас идем к уменьшению. Опять же, за вот эти вот перемычки или бугорки провязываем воздушные петли. 2 петли на крючке. 3, 4, 5, 6. И в кольцо сразу провязываем, и тогда только считаем 4, 5, 6, 7. Предыдущий ряд было 8, этот ряд 7. И по 2 двигаемся в обратном направлении. Так, далее мы снова делаем соединительную петлю. И за вот эти перемычки набираем петли. 3 на крючке, 4, так, 5, 5. И шестую вот так вот в кольцо. Когда провязали, тогда считаем 4, 5, 6. Провязываем по 2 в обратном направлении. Снова соединительная петля у нас. Одна петля есть на крючке. 2, 3, 4. И пятая у нас будет, она в кольцо уже провязана. Вот тогда у нас 5. По 2 провязываем в обратном направлении. И теперь закрываем это крылышко соединительными петлями за вот эти вот бугорки. 2, 3, 4. И в кольцо идет соединительная петля. Все, одно крылышко готово.
После того, как стянем кольцо, оно приобретет нужную форму. Так, теперь делаем мы нижние крылья, которые маленькие. Набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. За полупетли провязываем. На крючке 4 и в кольцо провязанное 5. Так, здесь мы ничего уменьшать, увеличивать не будем. Мы все 3 ряда вот так и провяжем. По 2 двигаемся в обратном направлении. Снова за бугорки мы набираем воздушные петли. 3, 4 и в кольцо провязанное 5. Так, второй ряд. Двигаемся обратно. Снова набираем 2, 3, 4 и 5 в кольцо. Все, 5 петель на крючке. Провязываем в обратном направлении. И соединительными петлями мы закрываем наше маленькое крылышко. Все, и в кольцо соединительная петля. Еще точно такое же маленькое провяжем сами. Точно так же, набирая 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И провязывая, чтобы на крючке у нас было по 5 воздушных петель. 3, 4 и 5 провязанное в кольцо. Вот так. Все, 5. Провяжите еще 2 ряда самостоятельно и закройте это маленькое крылышко, как я вам показывала. А я покажу, как связать еще одно большое. Итак, нам осталось связать еще одно большое крылышко, но теперь мы должны его вязать как бы снизу вверх, то есть увеличивая. Смотрите, мы набираем 4 воздушные петли, 2, 3, 4 и провязываем, набираем 1, ну, 3 петли на крючке, 4 и 5 провязанные. Все, 5 петель на крючке, двигаемся в обратном направлении. И провязываем еще одну воздушную петлю в конце, чтобы у нас появился новый бугорок, за который мы будем прибавлять воздушные петельки. И теперь набираем, так, 5 и 6 в кольцо провязанная. Всего 6 на крючке, да, провязываем все вместе. Провязали, снова воздушная петля, потому что мы вот увеличиваем крылышко. Так, за новый бугорок мы снова провязываем воздушную петлю. 3, 4, 5, 6. Смотрите, и теперь в кольцо. 6 провязали, теперь в кольцо провязали 1, 7 на крючке, провязываем все вместе. И остался последний ряд. Снова воздушная петля, чтобы на крючке было 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. И 8 мы провязываем в кольцо. Все, 8. Двигаемся в обратном направлении. Крылышко связано. И теперь за бугорки соединительными петлями мы идем в кольцо. Так, соединительные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и в кольцо. Все. Воздушная петля и обрезаем нашу нить. Вытягиваем. Так, стягиваем наше кольцо. Угу. Так, теперь вот эти нити можно связать между собой и обрезать и подпаять зажигалкой, так как это у нас полиэфирный шнур.
Так, вяжу на узелок, обрезаю. Зажигалкой подпаяем все хвостики, чтобы ничего не распустилось. Все, смотрите, что получается. Можно либо клеем, либо, если у вас это бусина с дырочками, сюда бусинку. Можно приделать брелок. Если хотите, чтобы была такая более пушистая, мягкая, да, сделали две такие детали и соединили таким образом. Если хотите, оставлю видео, как у меня я вязала клевер, двойной клевер, то есть и заполняла холофайбером. Тогда это точно уже будет брелок такой мягкий. И украшаем бусинами с одной, с другой стороны. И сюда цепочка с кольцом. Либо же как у меня. Так, надо мне сюда эту бабочку третью. Как она здесь? Будет лишней, не будет лишней? Или наоборот, даже очень красиво. Ну, вот такая идея. Если полезен был мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, ваши лайки. Всем пока-пока.